Здравствуйте, друзья! В эфире Саша, Ваня, и это канал Алга Петербург. Добро пожаловать! Друзья, всем привет! Напишите сразу в комментариях, как вам наш новый стиль студии. Мне даже стало интересно, какой у нас формат, потому что я нахожусь по эту сторону экрана и увижу уже готовый результат вместе с вами. Сегодня самое время обсудить новости, которые прошли за эту неделю. Ты знаешь, Вань, несмотря на то, что вроде как карантин, Димаш никуда не выезжает, новостей вот за неделю достаточно много собирается и есть что обсудить. Разумеется, начнем мы с долгожданной передачи, которая, я так понимаю, отменялась. Вот об этом мы говорили в прошлой нашей беседе. Это передача проекта, китайского проекта, который выходит на телеканале CCTV под названием «Классические крылья». И вот, наконец-таки, случилось, эта передача вышла в эфир, и Димаш блестяще исполнил песню. Я попозже расскажу, что это была за она. Ты имеешь в виду, нам надо ждать передачу про это выступление? Ты знаешь, я думаю, что если зрители захотят более подробно изучить этот вопрос, то пусть они напишут мне в комментариях, и тогда я с удовольствием сделаю передачу. Потому что наши друзья прислали очень интересную информацию. Оказывается, в основу песни, которая была исполнена, лежала поэма. Поэма, Вань, которая называется «Одна мечта на 1000 миль». Ее написал, разумеется, китайский поэт Чжан Цзюлин. Вот. Это 7-8 век. Слушай, Джан Цзю Лин, наверное, он обидится. Вот. Обидится на тебя. Уважаемый Джан Цзю Лин, ты на меня можешь тоже. Получился какой-то советский поэт, да, Вань? Вот. Друзья, не обижайтесь на нас, уважаемые наши друзья из Китая или Из те, Китая. кто говорит по-китайски. Не обижайтесь на нас, пожалуйста, если мы вдруг... Слушай, ну, Вань, я думаю, они будут смотреть с субтитрами, а там, я думаю, все будет написано правильно. Так вот, он жил в 7-8 веке нашей эры, и вот ровно оттуда был взят материал для того, чтобы Димаш вот исполнил эту песню. И очень получилась красивая, мелодичная песня, и не скрывая восторга, и смотрели, собственно, судьи, я так понимаю, которые оценивали выступление Димаша. Я вот сейчас хочу вставить небольшой кусочек в нашу беседу, кусочек видео, потому что, вот как ты сказала, что нам присылают очень много интересных материалов, и вот как раз там видно выступление и видно минуты перед выступлением. Вот очень интересно там себя ведет Димаш. 好，谢谢，不好意思啊，让大家等啊。好，来喽！好，来准备掌声接音乐到演出，7秒，6、5、4、3、2。 Такой очень невозмутимый, спокойный, самый лучший певец в мире, да, стоит, так, ну, как будто ему сейчас не нужно петь, а вот что-то сделать такое-то, что он делает обычно каждый день там. Ну, хотя он это и делает. А ты знаешь, что самое интересное, что мы тогда всегда видим уже как бы готовый результат. Вот Димаш поет, все радуются, восхищаются. А вот сколько, да, технических сложностей. То есть, я уверен, там режиссер, наверное, несколько раз давал стоп, заново, по причине того, что там ракурс какой-то не тот, там зрители не так вступили. И артисту все время нужно держать вот этот самоконтроль, самонастройку, чтобы выдать результат вот на максимуме. Потому что, как обычно, вот я вспоминаю, хотя нет, ладно, не буду рассказывать эту историю. Да, вот ты сейчас сказал, я думаю, что там тяжело же Диарс из Китая держать себя в руках. Наверняка в середине выступления кто-нибудь что-нибудь выкрикнет. Типа там по-китайски «Marry me», да, вот как американские Диарс с плакатами стояли, типа «Выходи за меня». И тоже китаянки же тоже такое могут кричать. Абсолютно, абсолютно верно. Поэтому это очень сложный, затратный процесс в плане вот эмоциональности, потому что нужно вот действительно выдать максимум в каждом дубле, когда тебя просит режиссер. Но Димаш, видно, профессионал, и видно, что Димаша встречали как действительно настоящую суперзвезду, начиная вот от членов жюри, которые находились, и от самих зрителей, насколько они вот
благоговенно встречали Димаша. Кстати, по этим кадрам я хочу еще отметить, что вот ты сказал, что так интересно посмотреть за тем, как идет подготовка. А я хочу еще добавить здесь, что вот на таком уровне каждая деталь, она имеет огромное значение. И здесь я хочу обратить внимание твое и всех друзей, которые нас сегодня смотрят, на костюм. Здесь не очень видно на том фрагменте, на котором мы смотрели, но сейчас чудеса монтажа помогут нам увидеть фотографии костюма. Вот. И там такая очень интересный свитер, очень интересная рубашка. Саш, как тебе? Ты бы хотел в таком вот пройтись по Невскому проспекту? Только не в июле месяце. Все-таки... Подожди, это только в этом году солнце у нас вообще-то. Вот. А вообще, разумеется, очень классно работают стилисты. Я думаю, многие, наверное, заметили. Все фотосессии Димаша в Китае, они действительно очень крутые. Там вот дизайнеры, как-то, мне кажется, очень классно подбирают ему костюмы. Действительно, вот с трепетом относятся к артисту, потому что всегда чем-то удивляют, всегда чем-то взрывают, и этот образ тоже не исключение. Поэтому предлагаю сразу перейти к следующей новости. Вань, оказывается, Димашем восхищаются, вот уже давно мы знаем, по всему миру. И вот мы видели, были с тобой на выставке, вот, когда были в Астане. А вот сейчас, оказывается, уже Димаш стал объектом и для стрит-арта, потому что его большой... Для чего, портрет... для чего? Что это? Это уличное искусство, Ваня, где спасибо. художники, да, в свободном стиле. Ты, кстати, делал... Да, к сожалению, не все же по-английски так блестяще выражаются, как ты, поэтому нам надо обязательно переводить. Я просто помню, что ты, когда в Инстаграм прогуливался по городу, то в Инстаграм заснял как раз вот один из тоже из объектов стрит-арта, где изображен наш российский актер Сергей Бодров, да? Да, да. Поэтому, друзья, кстати, кто не подписан еще на наш Инстаграм, заходите, там иногда появляется немного, но иногда появляется кое-что интересное. Вот Ten Green News сообщает, что появился мурал в честь Димаша Кудайбергена, который нарисован в городе Алмата. Автором является 26-летний художник Батыр Садвакасов из Алматы. Он написал, видимо, дал интервью агентству: «Я долго подбирал референс. Я искал такое фото, чтобы два контрастных цвета вместе сочетались на лице. Допустим, зеленый с розовым. Два несовместимых цвета, создающих контраст. Но все равно при этом было бы видно лицо. Я рисую фасадной эмульсией, аэрозольным баллоном и хочу сделать все красиво. Это не заказ, я делаю это из любви к искусству», рассказал художник. Саш, как повезло вот людям, которые, во-первых, живут в этом доме, да, и которые будут мимо ходить и смотреть. Вот. А, кстати, если мы вот вспомним о том, что Димаш Канатович, он же еще и удачу приносит, то, скорее всего, я думаю, что жители этого дома заживут новой жизнью. Кстати, есть еще такая информация вот про мурал. Кстати, еще хочу тебе сказать, что вот мы не рассказали нашим друзьям, что такое мурал, а я загуглил и могу прочитать. Это огромное изображение, которое нанесено на стену здания или сооружения. Такого рода произведения искусства люди делали всю историю своего существования, начиная еще с времен, когда предки современного человека жили в пещерах. Мурал может стать элементом интерьера или экстерьера. Так вот, также я изучил влияние муралов на стоимость недвижимости. Это для тех, вот как раз, кто живет в этом доме. Можно сказать, что есть такой факт, что, правда, в зарубежных странах наличие вот муралов, оно увеличивает стоимость жилья или аренды помещений в доме, где находится произведение искусства. Но у нас, к сожалению, пока что никак не влияет. Я не знаю, как в Казахстане это происходит. Как в Казахстане, да, происходит. Слушай, Вань, я считаю, что был обычный дом, а теперь стал арт-объект. Теперь 100% это уже будет как такое культурное место, куда можно приводить родных, близких, показывать, а вот, смотрите, какое изображение
уже народного творчества тоже получается. Интересно, уже вот кто-то отправил заявку в ЮНЕСКО, чтобы внести в список вот зданий, которые должны находиться под защитой ЮНЕСКО? Я думаю, что обязательно скоро мы такую новость получим. Вань, мы говорили с тобой в начале эфира про выступление Димаша в передаче в Китае, и у него теперь новая песня. И вот мне интересно, будешь ли ты делать на него взгляд, потому что вот тут Белл Смит спрашивает, а будет ли взгляд на песню «Дурдарас»? Какой веселый клип можно сделать? Я запишу себе сейчас обязательно, потому что мне, кстати, эта песня тоже очень нравится. Она такая заводная, как раз вот в стиле рок. Мне кажется, вот чего-то такого бодренького нам сейчас как раз не хватает. Да. А я тоже подготовил один комментарий, он от нашего большого друга из Израиля Ефима Ташлицкого, и он пишет, Ефим Ташлицкий – это известный поэт. Каждый раз, слушая Димаша, ловлю себя на мысли, что природа просто так не создает своих детей, да и Господь не дремлет. Они послали нам на землю дарование для услады души и сердца, чтобы мы глубже поняли чувство любви, доброты и единения между народами. Низкий поклон моему кумиру, певцу, которому я посвящаю свое творчество. Спасибо, ребята, что рассказываете о тех вехах творчества Димаша, о которых не все знают. Браво! Очень красивый комментарий. Ну, раз уж ты заговорил про таких вот почетных гостей, которые были на нашем канале, хочу также сказать, что у нас есть также замечательные люди из народа. Это и наша Людмила Владимировна Мамызина, народный эксперт, а также Андрей Скупченко. Многие могли видеть его комментарии, он регулярно смотрит наш канал, и поэтому я приглашаю всех на нашу страничку в Яндекс.Дзене. Ссылку мы оставим в описании под видео. Там уникальные публикации, которые, собственно, и мы делаем от этих авторов, и все, что не выходит в эфире, очень часто появляется там. Поэтому для тех, кто хочет более глубоко познавать какие-то вещи, обязательно переходите туда. Кстати, а Людмила Владимировна на этой неделе появилась в эфире канала YouTube, тоже можете посмотреть, ссылка будет в описании. Там она очень познавательно рассказала про песню «Грешная страсть». Да, друзья, и не забывайте, что у нас есть еще Facebook и Instagram. Да, а мы увидимся уже в следующем выпуске. До свидания, до новых встреч. Спасибо, что были с нами. Пока. Всем пока.